Все надоело, да? Весь этот цирк, в котором мы все живем. Вечные выборы между плохим и очень плохим. Между стабильностью, где ты никто, и свободой, где тебя просто кинут, но только по-новому. Ты смотришь на власть, но видишь менеджеров. Ты смотришь на работу, а видишь там рабство. Ты смотришь на свое будущее, а видишь там пенсию в 15 тысяч. И самая страшная мысль, которая приходит к тебе по ночам. И что? Это все, на что мы способны? Вечно выживать на этой помойке. В этом театре абсурда, в котором мы все живем. Послушай, ты слышишь этот звук? Звук новостей с голубых телеэкранов. Инфляция, кризис, растущие цены на все, ужесточение законов, безостановочные конфликты интересов. Какофония. Какофония театра абсурда и идиотизма. И это звучит не что-то. Это звучит наша человеческая цивилизация. Это и есть этот безостановочный звук. Звук апокалипсиса. Звук бесконечной войны. И это вовсе не звук прогресса. Это скрежет шестеренок. Больших, старых, ржавых шестеренок этой системы, которая перемалывает всех вокруг. Тебя, меня, изо дня в день. И она обещает нам стабильность и дает кредиты. Она обещает нам будущее, в котором нет ничего, кроме депрессии и пустоты. Она обещает нам справедливость и меняет правила игры прямо на наших глазах. И что? Неужели это и есть наш предел? Вершина, так сказать, человеческой мечты. Вершина человеческой мечты – это выживать в хитроумном аду. А что, если я скажу тебе, что есть чертеж? Не утопия из каких-то там книжек, а чертеж общества, которое работает. Где врач лечит не за деньги, а по призванию. Где твоя пенсия зависит от твоего реального вклада в этот мир. Где власть – это не привилегия, а тяжелая ноша служения. Ведь власть – это не трон. Власть – это скамья подсудимых, на которой садятся самые достойные, чтобы отчитаться перед народом за каждый свой шаг, за каждое обещание, за каждое сказанное слово. Общество, в котором мы никакие там не винтики. Общество, где ты достойный гражданин и оператор в своей собственной реальности. И вот что я вам скажу. Этот чертеж, он уже существует. И сегодня я расскажу вам не просто идею. Я покажу вам всем выход из матрицы. Под названием «Реальность». Но будьте осторожны. Увидев это, вы уже не сможете делать вид, что ничего не знаете и ничего не слышали. Все нам говорят о каком-то новом мире, но все его рисуют как старый, только в новом фасаде, с новым дизайном. Больше прав, больше подачек,
больше контроля, цифрового контроля. Бла-бла-бла. Скучно. А что если я скажу, что основа нового мира – это вовсе не какие-то там права человека, а справедливость? И что если это не просто слово с каких-то там плакатов, а это технический термин – соразмерность? Когда твой вклад в общество соразмерен твоему положению, а твоя совесть соразмерна твоему влиянию, а твоя жизнь соразмерна твоему предназначению. Все говорят вокруг, что нам нужна новая идея, новая национальная идея, которая по Конституции, кстати, запрещена. Нам врут. Нам нужен не новый девиз. Нам нужен новый алгоритм. Алгоритм, который убьет всех паразитов внутри существующей системы. Потому что старая система держится только на одном простом правиле. Отнять у большинства и поделить между своими. Можно назвать это по-разному. Капитализм, феодализм, социализм – неважно. Суть любого социального строя одна и та же. А новый алгоритм, он держится совсем на других правилах. Он держится на правиле соразмерности. И знаете, что это? Это математика души, где твоя собственная личность соразмерна твоей прозрачности, а твоя жизнь, в конце концов, соразмерна твоей смелости взять и построить, наконец-таки, общество справедливости. И если ты смотришь на мир и видишь в нем только джунгли, где выживает самый хитрый, самый беспринципный, самый жестокий, если ты свято веришь, что так было, есть и будет всегда, и все разговоры о справедливости – это только для лохов, если твой идеал, высший идеал – это урвать свой кусок в этой мясорубке и спрятаться где-нибудь за границей подальше от всего этого, то, мой милый друг, ты уже проиграл. И это видео, оно не для тебя. Ты выбрал сторону паразитов. Ты выбрал быть сырьем, которое рано или поздно перемелют в жерновах истории, чтобы твой пепел удобрял чью-то другую победу. И я уважаю твой выбор. Можешь выключать это видео. Серьезно, выключай. Ничего обидного, я понимаю. Но если где-то там, в глубине души, у тебя есть твой внутренний стержень, если ты видишь абсурд этой игры и хочешь поменять не фигуры на доске, а сжечь саму эту доску, если ты готов взять ответственность за свою собственную реальность не на словах, а на деле, то подпишись прямо сейчас. Потому что все, что будет дальше, это инструкция по сборке новой операционной системы для тех, кто решил стать деревом, а не удобрением. Так что подписывайся. Все эзотерики трубят про какой-то там квантовый переход, про скачок в новую реальность. И знаешь что? Они правы. Только это не про медитации.
Это про физику. Представь себе старую систему, как атом. Ядро – это кучка паразитов, которых мы по привычке называем людьми, которые присвоили себе право печатать правила. Электроны – это все мы, бегающие по своим орбитам, суетимся и думаем, что мы – это свободные частицы. А квантовый переход – это тогда, когда атом лопается, как ядерный взрыв. Когда старая структура больше не может удерживать напряжение, и частицы собираются в новую молекулу, но уже по новым, абсолютно новым правилам. В нашем чертеже эта новая молекула – это народное предприятие. Не частная лавочка олигарха, не серая контора, а завод, фабрика, IT-компания, которой владеют те, кто на ней работает. А прибыль делят те, кто ее создал. Директора выбирают, а не назначают. И это никакой не коммунизм. Это следующий эволюционный шаг после капитализма, после империализма. Грубый, но все-таки шаг. Это выход из матрицы раба и господина. Это когда каждый из нас, и ты в том числе, перестаешь быть ресурсом и становишься оператором. Оператором всей системы под названием «Моя собственная реальность». А теперь главная магия. Все ждут какого-то там грядущего царя. Ждут, что придет какой-то спаситель на белом коне и мечом отсечет головы всем драконам. И вот тогда воцарится мир и справедливость. Но все это инфантилизм маленьких деток, что сидят в своих каморках и думают, что придет какой-то папа и порешает все их проблемы. А он не придет. Потому что он никакой не человек. Потому что архетип царя – это принцип. Это алгоритм, вшитый в код всей этой системы. Потому что в чертеже, в нашем чертеже, этот царь выглядит вот так. Доход любого чиновника, любого судьи, любого депутата жестко и навсегда привязан к средней зарплате по ведущей отрасли в его собственном регионе. А его жизнь – это как аквариум. Все его доходы, имущество, сделки его жены, детей, троюродных племянников – все это онлайн, в широком доступе. Для всех. Воруешь? Нет, мы не будем тебя сажать. Мы не будем тебя расстреливать. Мы сделаем хуже. Мы объявим тебя невидимкой и отберем у тебя все. И ты станешь социальным трупом. Тебе не на что будет купить хлеб, потому что с тобой никто не захочет иметь никаких дел. Грядущий царь. Грядущий царь – это не человек, это система, где власть становится самой тяжелой ношей, самой суровой аскезой, а не путем к трону или какому-то там богатству. И этот царь, он уже здесь. И он находится в этом самом простом и железном правиле и слове. Совесть. И он не где-то там, в каком-то городе,
а он прям здесь, прям сейчас, в тебе. Прям в тебе, да-да. А теперь самый главный вопрос. Как же, черт возьми, перейти от этого цирка абсурда к этому чертежу? Не через революцию, потому что революции пожирают своих детей, а через перепрошивку, поэтапную, умную, железную перепрошивку, где первый шаг – это закон. Закон о честной ренте. Все деньги от продажи наших общих богатств, нефти, газа, леса перестают течь в карманы олигархов или в офшоры. А они идут в общий котел, в Центральный фонд развития, который, кстати, уже существует. На науку, на медицину мирового причем уровня, на технологии, которые сделают нас независимыми. И это все наше наследство, а не чьи-то богатства, каких-то там единиц. Всего лишь парочку процентов. И мы все это должны забрать. Забрать в себе. Для всех. Потому что все это, как там по Конституции, принадлежит народу. Но мы почему-то про это забыли. Но вот в чем подвох. Как только мы это попытаемся объявить, включатся все защитные системы старого мира. И таким, как я, попытаются заткнуть рот. Либо посадить, либо убить, либо объявить иноагентом. А капитал побежит. И начнется война. Появятся ловушки различного характера. И вот самый главный вопрос. Как не дать олигархам вывести все за ночь, все наши богатства? И где взять тысячи честных и умных управленцев для тысяч народных предприятий? Как не скатиться в новый хаос? Как не скатиться в гражданскую войну? И это никакая не теория. Это инженерная задача. И вот что я вам скажу. Ее решение уже есть. Для этого я сделаю отдельный, детальный, жесткий разбор всех этих механизмов на следующей неделе. И это будет инструкция. Инструкция по обезвреживанию бомбы. Кстати, проверь, подписан ли ты на мой канал. Потому что если нет, то алгоритмы Ютуба, как верные псы старого мира, просто спрячет это от тебя. И ты останешься наедине со своими собственными иллюзиями. Соразмерность – это не какая-то там политическая программа. А это новый социальный строй. Это школа творчества, воплощенная в законах экономики и нашей ежедневной жизни. Это общество, которое целенаправленно выращивает не каких-то там потребителей, а творцов, операторов, тружеников, инженеров, айтишников и созидателей, где успех каждого измеряется не лайками, а реальной пользой для общего дела всего общества, где апокалипсис старого мира – это вовсе никакой не конец света, а экзамен на пробуждение сознания. Сдал? Значит, стал строителем. Не сдал? Пока-пока. Возможность переплавиться и попробовать снова
Да, конечно же да, есть у всех, но не для всех, а только для тех, кто на это способен. Соразмерность – это не просто хорошее общество. Это симулятор, который целенаправленно выращивает не потребителей с кредитами, а настоящих созидателей. Где главная валюта – это не деньги, а репутация. Репутация, основанная на поступках, на делах, на общем вкладе в общее дело, на пользе и на честности. Все это видео не более чем анонс, показ карты. Потому что настоящая магия начинается не в словах, а в деталях. Как работать с кармой-рейтингом, как строить банковскую систему служения, как защитить социальный строй от внутреннего разложения. И все это уже есть. Все это для тех, кто слышит мои слова прямо сейчас и все понимает. Потому что такие, как я, они здесь не для того, чтобы спасать этот мир. Я здесь для того, чтобы рассказать, как построить новый. Тем, кто готов нести этот тяжелый груз. Для тех, кто устал быть зрителем в этом театре абсурда и цирке апокалипсиса. И если ты хочешь быть в первой линии созидателей и строителей, в команде операторов, так сказать, тогда твой следующий шаг очень простой. Кликни на вот эту кнопочку. Просто подписывайся, чтобы не потеряться. Займи, так сказать, свое место. И погнали! Ну, а если ты все же хочешь узнать, как собрать весь пазл целиком и понять, какой же тип сознания строит такое общество? И как тебе стать одним из них? Смотри мои видео, и ты все узнаешь.